Привет! Мне в сентябре сайт ArtSmala прислал большую посылку с материалами итальянского производителя, смолой которого пользуются на итальянском, конечно же, и французском ютубе. Я такое не могла пропустить. Да, это та самая посылка с красной ленточкой, о которой я рассказывала вам у себя в сторис, если следите. И здесь куча всего, и эта куча будет разыграна, но об этом в конце видео. Эпоксидная смола. Ее я попробую, правда, чуть позже, потому что и так слишком много проектов с эпоксидкой, но те, кто живут в Европе, можете обратить внимание на эту фирму. Еще меня у них заинтересовала вот такая паста для создания силиконовых форм, я ее уже опробовала, она мне очень понравилась, но она, правда, не совсем для эпоксидки, для полимерной глины подходит отлично. Можете посмотреть у меня видео про силиконовые формы. Тоже еще использую ее, а сегодня мое внимание привлекла УФ-смола, потому что у меня уже был опыт работы с ней, не самый удачный, но я поняла свои ошибки, и о них вам сегодня расскажу. И то, от чего я просто в дичайшем, прям в восторге, я не возьму их все в руку. Сухие пигменты. Самое главное, сейчас я отложу от себя все это, а то у меня все будет валиться. Итак, еще раз обо всем по порядку. Вот так выглядит баночка с УФ-смолой, и еще у этого производителя есть УФ-контуры черного и белого цвета. Я так понимаю, они более густые. Посмотрим. Моя главная ошибка в прошлый раз была в том, что я использовала очень слабенькую лампу. Ее мощность всего 6 Вт. На этом сайте продается фонарик, который и то 9 Вт, и который может быть весьма полезен. Я его уже попробовала. Помимо всего прочего, я обзавелась еще и вот такой большой лампой 36 Вт, чтобы уж наверняка. Попробую поработать с силиконовыми формами, особенно я рада пуговкам, потому что я на самом деле давно себе купила еще вот такую форму от PBO, но все никак руки не доходят до нее, так что попробую сегодня хотя бы такую маленькую форму. Еще в посылке были вот такие контуры, их я тоже попробую позаливать. И, конечно же, еще раз покажу поближе вам пигменты. Для пуговки я возьму одно из своих самых любимых сочетаний цветов – космическое. Это черный и розовый, фиолетовый и голубой. Черного тут, правда, нет, но ничего, есть темно-фиолетовый. Для окрашивания смолы я возьму свою силиконовую палитру. И тут важно напомнить, не стоит работать с УФ-смолой при солнечном свете, потому что, как выяснилось в прошлом видео, ультрафиолет проходит через стекло, через наши окна, и смола начинает загустевать от него раньше времени, раньше, чем нам с вами нужно. Например, если у вас есть несколько цветов, которые вы в дальнейшем в работе хотите смешать, как я в данном случае, пока вы домешиваете последние пигменты со смолой, у вас те, которые вы смешали чуть раньше, могут уже затвердеть раньше времени и быть непригодными в дальнейшем к использованию. И да, у этого пузырька тоже есть защитная крышечка, которую просто так не оторвать. С пигментами, кстати, важно не переборщить, иначе смола очень плохо просыхает. Не добавляйте их очень много. Я наливаю небольшое количество прозрачной смолы и создаю в ней разводы окрашенной смолой. Сушу первый слой в лампе. Силиконовую кисточку, кстати, тоже можно просушить, чтобы потом легко очистить ее. Получается вполне неплохо, так что можно продолжать. Я из этой пуговицы хотела сделать значок, поэтому взяла соответствующую основу. Но она не пролезала в центр пуговицы, поэтому я просто отрезала площадку для клея и использовала лишь оставшийся гвоздик. И вот тут как раз таки нам полезен фонарик. Пальцами я придерживаю основу и сушу фонариком. Видите, схватывается все довольно быстро. Просушила, и можно продолжать заливать. Я делаю еще один слой.
сушу. И так как я использовала много прозрачной смолы, когда создавала вот эти вот разводы, я решила сзади сделать темный слой, чтобы создать эффект глубины. Сушу обязательно, конечно же. Достаю, а тут подстава. Смола очень легко отходит от формы, и из-за этого верхние слои, которые мы заливаем, бывают протекают вниз. Это нужно учитывать. Но мне кажется все-таки, что это претензия не к производителю, а уже к самой УФ-смоле, к ее свойствам. Ну, посмотрим в дальнейшем. Хочу сравнить ее с китайской, хотя мне кажется, это одно и то же. Не знаю, не берусь пока говорить. Поэтому я проделала все то же самое еще раз, но уже без темного цвета. Чтобы пуговка выглядела пуговкой, я взяла вощеный шнурок. А чтобы его зафиксировать, я вновь воспользовалась УФ-смолой и фонариком. Кстати, если кто смотрит азиатских мастеров, работающих с УФ-смолой, я только что об этом подумала, может быть, у них тоже проливается смола вот так вот под форму, и этим итоговым глянцевым слоем, который они очень часто делают в конце, они еще и скрывают то, что у них вот эти вот подтеки были. Но это чисто мои догадки. Чтобы очистить палитру, я ее тоже просушила и просто вынула из нее все остатки. Теперь кошечка. Кстати, очень много кто спрашивал про палеты, оставляю ссылку внизу на них, я нашла их. Приклеиваю основу на малярный скотч. И первый слой делаю тем же темным пигментом, равномерно его распределяя. После просушки я окрасила немного смолой жемчужным пигментом и залила кошечку прозрачной смолой. После этого я стала делать такие облачные разводы, особенно добавляя белую смолу на лапки. Дальше среди вот таких вот элементов я стала искать месяц. Я была уверена, что он у меня есть. Нашла звездочки, а месяца не было. И звездочки эти потом мне разонравились. Мне нужен был месяц. Спустя минут 5 поисков в другом наборе нашла. Помятый, правда, немного, но зато месяц, как я и хотела. Пока заготовка сушилась в лампе, я как раз все это убрала. После я еще раз залила слой эпоксидной смолы и добавила еще пару звездочек. И еще раз все вновь просушила. Снимаю кошечку, и вот яркий пример того, что при использовании большого количества пигментов эта смола не просыхает. Надо добавлять чуть меньше порошка. Но это не беда. Я собрала все, что у меня осталось, намазала обратно и просушила. А потом покрыла это итоговым прозрачным слоем. Еще я решила сделать вот такой ключик, и тут принцип все тот же. Залили тонкий слой, просушили, залили слой, просушили. Я решила добавить кристаллик, но он у меня не плоский и никак не хотел держаться в нужной плоскости, чтобы я его зафиксировала фонариком. Тогда я перевернула его, налила на него капельку смолы и сразу же засушила его ультрафиолетом. После этого он отлично лег на заготовку, и я залила его смолой. Теперь попробуем контур. Он действительно не расплывается так, как смола, и с его использованием было бы классно делать витражи. А они у меня давно в планах. У меня вообще много чего в планах. Но я эти планы постепенно выполняю. Просто это много времени занимает. Но из-за того, что он очень густой, а носик узенький, это вполне логично для того, чтобы добиваться более тонкого результата. Рука в итоге очень сильно напряжена и из-за этого очень трясется. Ну, лично у меня. Поэтому рисовать им довольно сложно, и я в итоге пользовалась своей силиконовой кисточкой, чтобы подправить контур. Но застывает хорошо.
Видите, УФ-смола, в отличие от него, сразу растекается. Сушу, и смотрите, что случилось с файлом. Дело в том, что УФ-смола в лампе нагревается. И помните, я в прошлом видео про УФ-смолу жаловалась на то, что изделие, когда достаешь его из лампы, какое-то такое резиново-липкое, на нем остаются отпечатки пальцев. И те, кто знаком с миром маникюра, писали мне в комментариях о том, что это липкий слой и его нужно снимать. Нет, просто такой смоле после того, как вы достали ее из лампы, нужно дать хорошо просохнуть. Хорошо просохнуть. Я, например, ставила свои вот эти изделия на подоконник при открытом окне, и только спустя некоторое время они действительно выглядели как такие стеклышки. Но, на мой взгляд, все равно, я, конечно, не 100% еще испытала все это, но все равно УФ-смола по прочности, на мой взгляд, опять же, уступает двухкомпонентной. Увы. Так что с УФ-смолой тоже надо научиться работать и приноровиться к ней. Теперь самое приятное – розыгрыш. Мы с магазином Art Смола Resin Pro разыгрываем 2 набора материалов. В первом комплекте УФ-смола, 8 контуров, 2 силиконовые формы, УФ-фонарь и набор пигментов. А во втором комплекте эпоксидная смола и набор этих волшебных пигментов. Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, вам нужно подписаться на меня в Инстаграме, оставить комментарий под записью о розыгрыше и подписаться на того, чьи призы вы получите, как же без этого, на странице Resin Pro в Инстаграме и в ВК. Там, кстати, найдете много вдохновения. И помните, что чем больше комментариев от вас под тем постом, тем больше шансов у вас. Победитель будет выбираться случайным образом 10 ноября. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Я вас вот так вот люблю. Пока.